В этом выпуске действующая чемпионка России и мира Анна Щербакова начинает международный сезон. Майя Хромых и ее перспективы поехать на Олимпиаду. Судья международной категории. Все судьи на Финляндия-Троуфи не остались равнодушны от Камилы Валиевой. Американский журналист назвал фигуристку, готовую прервать доминирование россиянок. А теперь обо всем по порядку. Несгибаемая Анна Щербакова начинает олимпийский путь в Венгрии. Действующая чемпионка России и мира Анна Щербакова начинает международный сезон на турнире в Венгрии, где ее основной соперницей станет соотечественница Майя Хромых. Турнир серии Challenger Budapest Trophy состоится 14-17 октября в венгерской столице. Щербакова идет к нормальной форме. На турнире должна была выступить и чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, однако она снялась с соревнований. Незадолго до турнира в Будапеште Косторная заняла третье место на другом челленджере Финляндия Троуфи Веспа, где откатала упрощенную произвольную программу, за что подверглась критике со стороны специалистов. Щербакова пока только выступала на сентябрьских контрольных прокатах сборной России в Челябинске, отметившись произвольной программой без четверных прыжков, так как в межсезонье получила травму, да и в прошлом сезоне фигуристка побеждала, параллельно борясь с последствиями болезни. Это всего лишь прокаты, промежуточный этап. Как сказали тренеры, это был макет, рассказала чемпионка мира в сентябре. Контрольные – это мотивация подвести себя нормально к прокатам, не хотела их плохо прокатывать перед зрителями, хотелось прийти к нормальной форме. Хотелось бы спрогрессировать. В произвольной программе фигуристка выступит под саундтрек из фильма «Мастер и Маргарита», а также «Лакримозу» Моцарта. В этой программе вижу большой потенциал, мне очень нравится то, как получается и то, что должно быть. Это история «Мастера и Маргариты», мне очень нравится «Бал вампиров», где мне нужно показать смену настроения, образа. Добро там побеждает, как говорит тренер Даниил Маркович Глейхенгаус. Очень нравится задумка, хочется довести ее так, чтобы она выглядела так, как я ее чувствую, сказала Щербакова. Трехкратная чемпионка России пока затаилась в тени подвигов бронзового призера чемпионата мира Александры Трусовой, показавшей на прокатах немыслимый поныне контент с 5 четверными в произвольной, включая 2 лутса во второй половине программы. На большем виду сейчас и действующая чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, очаровывающая не только технической сложностью, но и особенно стильной балетной пластикой. Щербакова при этом уже известна своим умением постепенно подкрадываться в максимально необходимых кондициях в нужный момент. Трижды она участвовала в национальных чемпионатах и трижды побеждала, как во времена еще по-настоящему действующих фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, так и в соперничестве с Трусовой и Косторной. В минувшем сезоне Щербакова и вовсе героически выиграла чемпионат страны, борясь с повышенной температурой. Даже ее тренер Этери Тутберидзе предлагала спортсменке сняться с турнира. Анна допускала много ошибок на тренировках, но на старт вышла в полной боевой готовности и стала лучшей. Турнир в Будапеште для нее – всего лишь начало большого олимпийского пути. Хромых и ее перспектива поехать на Олимпиаду. Майя Хромых в прошлом сезоне освоила 2 четверных прыжка, сальхов и тулуп. Фигуристка оставила прошлогоднюю короткую программу «I'll Take Care of You Beth Hart» и «Джоба на массы», в которой она чувствует себя комфортно и которая полюбилась зрителям. Программа стала более осмысленной, с каждым прокатом все больше влюбляюсь, я о такой музыке мечтала всю жизнь. Мягкая вокал – это прям мое, призналась она. Если фигуристка представит в короткой тройной аксель, который, по ее же признанию, на подходе, а в произвольной добьется стабильных 2 четверных, то она вполне способна претендовать на участие в Олимпийских играх в Пекине. Четверной тулуп стабильно показываю, сальхов не так, но буду делать. С этими элементами могу за что-то бороться. Конечно, я все понимаю, все очень серьезно. Применительно к борьбе за поездку на игры 2022. Есть единственный шанс, надо делать все возможное,
поделилась Хромых, для которой Будапешт Трофи станет дебютным стартом сезона. Судья международной категории Александр Веденин прокомментировал выступление Камилы Валиевой на турнире серии Challenger Finlandia Trophy, который проходил в финском СП. Напомним, по результатам короткой и произвольной программ Камила Валиева с падением побила мировой рекорд и стала первой, второе место заняла Елизавета Туктамышева, а бронза досталась Алене Косторной. Девочки просто потрясли. Еще лет 5 назад, приходя на тренировки женщин на любых соревнованиях, мы искали девочку, которая прыгала каскад 3+3 и понимали, что это звезда. Здесь в Финляндии из 27 девочек каскад 3+3 прыгали почти все, а звезд искать надо было просто по тренировочной куртке, на которой написано «Россия». Эти 3 звезды и соревновались между собой. В короткой программе борьбы не получилось. Туктамышева откатала свой лучший вариант, прыгнув легко и чисто все прыжки, включая роскошный тройной аксель. Борьба была перенесена на произвольную, где уже страсти кипели серьезные. Первая из наших суперзвезд стартовала Валиева, которая провела безупречную разминку. В прокате получились 3 идеальных прыжка в 4 оборота. Сальхов и 2 тулупа. А вот тройной аксель опять не удался. Что очень обидно, учитывая то, как здорово она его делает на тренировках. Но все остальное в программе было идеально. И тройные прыжки в каскадах, и немыслимые вращения, и потрясающие шаги. И все было представлено с такой энергетикой, которая подняла зал спокойных финнов в едином порыве. Даже судьи не остались равнодушны и потом говорили, что такой выразительности и женственности от 15-летней девочки они не ожидали. Я разговаривал с членом технического комитета ИСУ, которая была в восторге от того, насколько женственной в катании может быть 15-летняя девочка. И она согласилась со мной, что дело тут не в возрасте, а в том, как и чему ее научили тренеры. Американский журналист назвал фигуристку, готовую прервать доминирование россиянок. Американский журналист Дэвид Лис высказал мнение, что японка Вакаба Хигучи способна прервать доминирование россиянок в женском одиночном катании. В начале октября 20-летняя Хигучи выиграла турнир Japan Open, чисто прыгнув тройной аксель. Не думаю, что сейчас российские фигуристки настолько доминируют, если говорить об их собственных выступлениях по сравнению с прошлым или позапрошлым годом. Да у них 6 девушек. Но у Хромых нет той стабильности того уровня выступления, хоть она сейчас и прибавляет. У Усачевой нет ни тройного акселя, ни четверного прыжка. Трусова выступает хорошо, но у нее по-прежнему проблемы с тройным акселем, не идеальные четверные. Валиева тоже не все в порядке. Обычно россиянки гораздо выше всех, но ситуация меняется. Есть японские фигуристки, особенно Вакаба Хигучи, несмотря на ее нестабильность. Вакаба способна бороться с россиянками, и сейчас у нее есть шанс. В прошлом году этого шанса не было. 2 года назад ни у кого не было ни малейшего шанса бросить вызов россиянкам. Только они сами могли вычеркнуть себя. Этери Тутберидзе хочет взять подиум, будет стараться это сделать и настраивает девушек. Но, сказал Лис,